Рек, да? Подожди. Скажи, когда будем готовы. Подарунок свой. Подарунок. Ну ладно. Всем привет. Сегодня я принес фильм, который называется «Храброе сердце». О, И да. это хитяо всех видеосалонов, но фильм, про который на самом деле не сильно много известно про его производство, как же Мел Гибсон к нему пришел. И я перекопал много информации, и сегодня постараюсь все-таки рассказать о том, как создавалось кино «Храброе сердце». Кинотроечка, опа-опа, кинотроечка. Я, кстати, тоже чуть-чуть про него почитал. Тут очень много исторических нарушений, причем таких прямо, где-то глобальных, как я понял. Я не историк ни в коем случае там, и тем более не историк средневековой Шотландии, но просто то, что, почитал, там прямо, очень там не совпадают факты. Да, историки любят там топтаться по фильму. Да. С Про это мы наслаждением. тоже сегодня поговорим. А пока давайте Тёма нам прочитает, о чем же это кино. Вдруг кто-то не знает. Бам. Да, никто не знает про это. Итак, если воин теряет свою семью и у него на глазах убивают его возлюбленную, ему остается только одно — месть. Если же он один начинает войну с целым государством, он становится легендой. Режиссерский дебют Мела Гибсона. Фильм повествует о восстании шотландцев под предводительством Уильяма Уоллеса, о борьбе за независимость Шотландии, находящейся под гнетом английской короны в 1280 году. Блистательный дуэт Мела Гибсона, Уильям Уоллес и Софи Марсо, принцесса Изабель, впечатляющие батальные сцены и неповторимые пейзажи Шотландии позволят вам полностью погрузиться в атмосферу средневековой Британии. Тыдыщ. Итак, «Храброе сердце». Начну с того, что написал «Храброе сердце» сценарист, которого зовут Рэндалл Уоллес, который имеет фамилию Уоллес. И почему он его написал? Именно потому, что он начал копаться в своих корнях. Он сам американец, но оказалось, что его родственное дерево ведет его в Шотландию, в шотландско-английские корни. Он уехал в Шотландию и пришел к тому однажды, что Уильям Уоллес когда-то был одним из его родственников. Он начал чуть-чуть разбирать его предысторию, и оказалось, что это человек, про которого практически ничего неизвестно. Реально, да. В истории. Он просто прям супер миф. То есть Да, про него да. реально Он супермиф. фактов нет. Он начал обращаться ко всяким историкам, но практически ему никто ничего в деталях не рассказал об этом человеке. Единственная такая красная линия, про которую все говорили, это то, что Брюс, который стал королем Шотландии, это человек, который предал Уильяма Уоллеса, чтобы себе открыть путь к трону Шотландии. И эта тема побудила сценариста Рэндалла Уоллеса написать историю, условно, о своих корнях, которую бы он смог рассказать своим детям. Прикольно, вообще прикольно. Да, поэтому в этой истории нет какого-то прям детального исторического подтекста, но есть сильная драматургия, Да. о которой хочется рассказывать. И сам сценарист говорит: я смеюсь историкам в лицо, которые мне предъявляют исторически неверные факты о Уильяме Уоллесе. Как они могут знать о нем, если никто ничего не знает? Да. Далее в основу своего сюжета, в основу сценария «Храброго сердца» как раз-таки легла поэма, которая называется тоже «Уоллес». Она не была исторически верной. Эта поэма, она была на втором месте по прочтению после Библии в Шотландии. То есть она супер популярна была. И там как раз основная идея была в том, что Уильям Уоллес, он мстит
всей Англии за смерть его жены. Он взял вот эту идею из, по факту, неисторического источника и развил ее в сценарий. Вот. Слушай, так а он вообще, ты говоришь, не был сценаристом, но он какой-то из индустрии или он типа Он механик? Он до «Храброго сердца» не продал ни одного сценария большой студии, то есть не писал ни одного фильма. И как только он написал первый драфт, этот драфт отправил 20 век Fox, и продюсеры его прочитали и забросили там себе в библиотеку сценариев на полку, как это обычно бывает с множеством авторов, которые первые свои сценарии подбрасывают. И в этот момент где-то там появляется Мел Гибсон. Условно. В шотландской одежде, правильно, он появляется с мечом. Да. Проходя мимо полки. В килте. Заметьте, без трусов. А есть какие-нибудь шотландские сценарии у нас в студии? После того, как стал довольно известным актером, снялся в 2 «Смертельных оружиях», ему захотелось развиваться дальше. Он снял свой первый режиссерский дебют, который называется «Человек без лица», очень камерная картина, которая была хорошо принята критиками, аудитория пропустила ее мимо себя, потому что Мел Гибсон там тоже снимается, но у него обезображено пол-лица. И все поняли, что у него есть тяга к тому, чтобы снимать кино, но подходящего проекта не было. И однажды Мел Гибсон, сидя вот в студии, перебирая эти сценарии, наткнулся на сценарий «Храброго сердца». Рэндалла Уоллеса прочитал его и говорит: я снимаюсь в «Маверике» и постоянно, день за днем, думаю про этот сценарий. Ну, актеры, когда снимаются, у них очень много свободного времени, пока камеры переставляют туда-сюда. Он ходит по студии и всем рассказывает сюжет этого сценария. И говорит: я рассказываю и постоянно что-то добавляю. И накручиваю каких-то интриг, арок в этот сценарий. И однажды он рассказывает этот сюжет своему ассистенту. И когда он заканчивает, ассистент говорит: ты должен это снять, потому что так, как рассказываешь эту историю ты, никто другой ее не расскажет. А там от начала остался только Уоллес, и все. Это полностью другая уже история. Не, ну подожди, мы уже знаем, что там тоже про убийство. Было уже убийство жены, его заложено, это ж уже... Конечно, эта история мести, она красной линией. Но действительно так и было. Мел Гибсон говорит: я когда потом, после своей истории, перечитал снова сценарий, я понял, что я очень много в нем ушел, да? Что-то куда-то... Почему бы и нет? И Мел Гибсон встречается с этим сценаристом. Сценарист ему говорит: я разрешу тебе снять эту историю только в том случае, если ты не будешь делать из этого фильма боевик классический. Эта история о том, что если у тебя из груди достанут твое сердце, а ты останешься верен ему, то ты как бы и останешься победителем. Вот это главная идея этого фильма. Как только я это проговорил, я понял по лицу Мела Гибсона, что он тоже хочет снять такое же кино. И после этого вся история завертелась. Мел Гибсон оброс сразу продюсерами. Я думал, волосами, но ему надо было волосы. Сразу, причем, выпустил волосы. Сразу стало... Надо понимать, что Мелу Гибсону в данный момент было 38 лет. Ничего себе. Он выглядит там постарше. Да, ну, кажется. Кажется моложе. Да, он на самом деле чуть-чуть смущался играть Уильяма Уоллеса, потому что как раз-таки вот по каким-то историческим данным, когда он проводил все вот эти большие битвы Шотландии между Англией, ему было там чуть больше 20. Продюсеры побегали по студиям, пробовали даже как-то на Брэда Питта выйти и Кристиана Слейтера, если помните такого актера, там «Сломанная стрела» и вся фигня. Но поняли, как сказали продюсеры, что нам нужен актер, который поведет за собой целый народ. А Брэд Питт не поведет за собой целый народ. Ну и, собственно, потом увидели, что действительно не повел, как минимум по кассе, за собой целый народ Греции. Гектор!
Тем более Fox выставила ему ультиматум. Мы даем тебе бюджет на эту картину только в том случае, если ты сам снимаешься в этой роли. Не, ну, понятно, как бы Да. он же тоже топовый актер, да? как Да, бы на тут- тот момент он супер топовый актер. Только что выходит его «Смертельное оружие 3», самый типа кассовый фильм франшизы. Снимается «Маверик», который тоже там собирает большую кассу, и Мел Гибсон заходит в «Смертельное оружие» в лучшей своей форме. Слушай, извини, пожалуйста, Да. что перебиваю. Вот, ну, про эту тему как раз и интересно. Вот очень часто якобы актеры, ну, там снимаются, точнее, снимают и как режиссеры. И вот просто с технической стороны хочется понять, вот вообще, что это такое? Это был ужас. Это был полный ужас и ад для Мела Гибсона. Я тебе так хочу сказать, что было запланировано на съемке 85 дней, они снимали 110, то есть они не уложились. Мел Гибсон работал режиссером, то есть он сразу занимался постановкой, они снимали, он бежал в кадр, отрабатывал Да-да-да-да. дубль, потом в этой килте бежал за камеру, просматривал дубль, снова корректировал кадр за камерой и снова бежал. И вот так 110 дней. Нереально какая-то история. Да, Ну, это такое раздвоение личности можно немножко да, 100%. поймать. Я вам хочу сказать, что это точно лучшая работа Мела Гибсона, потому что он здесь выложился на 300%. Он говорит, 3 месяца после окончания съемок он не мог связать одно предложение, целостное сказать предложение не мог. Настолько его вымотало это все. Ну, то есть просто физически устал настолько. Да, Так да. вот и я и думаю, что это даже не то чтобы раздвоение личности, это просто физически, ну, как бы очень тяжело, потому что ты, ну, реально мечешься постоянно. Если кто-то из актеров просто как бы стоит там, играет, то этот должен... Ну, Тем там более- хороший второй режиссер должен быть, который Там- не просто, типа, камера, мотор. Там был очень хороший второй режиссер, который работал у Дэвида Лина. Это Мел Гибсон. Нет, второй режиссер — человек, который снимал Лоуренса Аравийского, между прочим. Ой-ой. Мелу Гибсону подобрали лучшую команду, которая была на тот момент в Голливуде. Причем все понимали, что это его первая работа масштабная. То есть «Человек без лица» это был фильм камерный, там на 10-15 актеров условно основных. А здесь были массовки, которые насчитывали там 1600 человек. Каждый день эти 1600 человек одевали, наряжали костюмеры и выгоняли в поле. И Мел Гибсон руководил, вот с рупором просто ходил и руководил всей вот этой беспринципной массой. Что еще усложняло? Это 95-й год. Графики очень относились так чуть-чуть с боязнью. И Мел Гибсон принципиально снимал это кино без графики. В этом фильме есть прикольный киноляб, где фургон стоит, прям тачка, фургон стоит за лошадьми. Все снимал по-живому, чтобы потом на монтаже это все собирать и не думать про никакую графику. Поэтому костюмы, массовку они нашли в армии. Причем они обращались в Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Ты- Румынию. Ты шутишь, они обращались даже в русскую армию, потому что им нужны были люди очень организованные. Они говорили, ну в пабах в ирландских мы не наберем 1600 Алкашей. человек, которые каждый день будут... Организованно смогут Не, ну это, становиться видишь, в он шеренге. это у Бондарчука подсмотрел, который «Войну и мир» снимал там с Ну, солдатами. Это же тоже там до сих пор там считается каким-то. да. Самое дорогое кино в истории, Да, на да, самом да, деле. «Война и мир». Просто при пересчете и ресурсах, которые у него были. А Мел Гибсон, когда готовился к съемкам этого фильма, он пересмотрел все эпосы исторические и понял, что все битвы, которые в этих эпосах поставлены, это полный хаос. То есть ты нифига не понимаешь. Он говорит, я в детстве смотрел эти фильмы, было прикольно. Сейчас я посмотрел по-взрослому, там, Кубрика и всех остальных ребят, говорит, ничего не понятно, что они там толпа на толпу несутся, просто хаос какой-то. А он
впервые, по факту, в киноиндустрии сделал битвы, в которых ты понимаешь стратегию битв. То есть большие массовые битвы, где ты понимаешь, когда выскакивает Эти конница, заходят, да, где заходят, маневр, да, там, да, выход где с происходят фланга. маневры, как они общаются там между собой перед битвами. И это было супер круто. Пехота, приготовились! Приготовились! Я не знаю, я ни в одном фильме не видел таких съемок, таких жестоких массовых съемок, где, например, те же лошади налетают на копья. И мне интересно было разобраться, как же они снимали эту сцену. Оказалось, что вот эти лошади, которые врезаются в копья, это очень дорогая аниматроника. Выкладываются рельсы на землю, там, говорят, условно, На 100 лошадей. 40 тысяч эти рельсы стоят. Ставятся лошади, верхняя их часть, макет, собственно, английского этого рыцаря, и с разгона по рельсам эта лошадь, ставится камера, и эта лошадь въезжает в копья. Между копьями ставится камера, и по факту снимается эта сцена. Вот как раз-таки тут я слушал историка, и он сказал, что эта сцена, которая лошади, ну, как бы, конечно, там все как бы бред, потому что вот конная вот эта вся, что это, движуха, да, была самая мощная, в принципе, армия, которая просто подавляла все, потому что представьте вот эту массу бешеную, да, там лошадь, сколько там тонн она весит, которая разгоняется с холма, да, и идет на вот этой бешеной скорости. То есть это просто... 100%, но еще раз подчеркну, это художественное произведение. Если бы его сняли по историческим данным, канонам, его бы не было интересно смотреть. В принципе, мало фильмов и исторических, которые интересно смотреть. Ну, там же и сам этот бой, например, это тоже там они выиграли этот первый бой. Там какая-то стратегия не такая вот была, скорее всего, историческая, ну, примитивная. Исторически вообще на мосту прошел бой, там моста даже не было. Вот. Но это все я плюю в лицо критикам, которые разносят этот фильм. Это не ты говоришь, я вместе с этим чуваком, с Рэндаллом Волласом, плюю в лицо всем критикам, потому что это шикарное художественное произведение. Безумно красивое, безумно атмосферное. Мел Гибсон же не просто даже эти килты взял шотландские, да? Он взял их для того, чтобы нагнать атмосферу, для того, чтобы передать дух Шотландии. Хотя они там по истории появились спустя 300 лет. Да-да-да, там какой-то там есть предъява, там тоже. Ну, честно, потому что это было супер класс. То, что они лица раскрасили в синий цвет, это вообще как икона, марка этого фильма. Да, Но я, когда смотрю батальную сцену, я четко понимаю, что вот они шотландцы в юбках, а вот англичане, да, в своих чопорных костюмах. Неужели ни одна лошадь там не пострадала? Да. Там же много таких, ну, это понятно, думаю, сняли были как-то. какие-то переломы А там же они падают, эти лошади. Я тебе более того скажу. Мел Гибсон, так как он сам актер, он очень много внимания уделял безопасности. При съемках этого фильма человек один ногу вывихнул за все это время. И Мел Гибсон этим очень гордится. На экране ты видишь жестокую жесть, а там действительно жестокая там жесть. мясище прям. Вот. А пострадал только один человек, и то там с малой... Берцовой костью. Да, условно. Но у этого фильма был очень большой каскадерский бюджет. В Голливуде, когда снимали, практически это был самый большой каскадерский бюджет. Всех каскадеров Голливуда собрали в один фильм. Возможно. Как минимум лучших. То есть он там практически $2 миллиона ушло чисто на каскадерские трюки и постановку. Именно, просто постановку. Это не костюмы, это просто постановку. А это очень много на те времена. Они в интервью, эти каскадеры, рассказывали о том, что когда прыгали с этих лошадей, падали, мы все умели делать, мы больше боялись за то, чтобы не пострадали лошади, нежели люди, которые выполняют эти трюки. Потому что мы, люди,
подготовлены к этому всему, а лошади как бы нет. А есть лошади-каскадеры? Ну да. Я Да, смотрел да, такую это же- передачу, Да? вот их учат правильно, правильно падать, да, там наездник, понятно, ей руководит, но он понимает, как ее там где-то дернуть, эту лошадь, чтобы она падала и не разбивалась. Нет, просто акулы, мы уже знаем, что есть умные акулы, которые снимаются, позируют. В том числе да. здесь живые лошади-каскадеры тоже были. Когда на крупных планах въезжала вот эта вот аниматроника, на дальних планах и в некоторых кадрах живые лошади. Но там была другая фишка. Они делали копья из пластика, которые сгибаются. И когда лошадь ударялась в это копье, оно не причиняло ей никакого вреда. И каскадер, который на лошади, он загибал лошадь и ложил вот именно по такому трюку, как... то есть, это трюковые, в общем-то, Ну, лошади, да, трюкачи, да? да, Какие-то цирковые, Да якобы нет, не тут цирковые, их реально готовят для Это кино. киношные лошади. киношные Ну, лошади. лошадь же, она умная, ну, Такие. поэтому они Киношные там лошади. с гонораром побольше да. твоего. Моего у меня нет гонорара. Скажешь, когда? Когда? Когда ты, режиссер, снимаешь большую картину, понятно, что ты волнуешься. А он волновался очень сильно. Он говорит, я так боялся снимать это кино. Я, говорит, даже звонил Клинту Иствуду. Говорит, Снимай ты. мы называем его длинный. Говорит, Павел, я это ему стоит. звоню, говорю, я так боюсь, Клинт, а ты вот только что непрощенного снял, посоветуй мне что-нибудь. Клинт говорит, успокойся, как только ты выйдешь на площадку, оно само все придет. Рассосется. И Мел Гибсон говорит, действительно так и случилось. Как только я вышел на площадку, выставил первый кадр, оно все пошло. И Мел Гибсон работал с каждой сценой, отдавая вот весь свой актерский опыт. То есть он каждому человеку, во-первых, проговаривал его полную историю. Там нет шаблонных персонажей в этом фильме, потому что каждый актер может рассказать свою... Вот сесть и полчаса рассказывать про себя, про своего персонажа. Как он там предал, не предал Уильяма Уоллеса, как он там с соседями жил в деревне с Уильямом Уоллесом и тому подобное. И поэтому в каждой арке, в каждой роли есть конфликт. И это супер круто. Это кино очень интересно смотреть с точки зрения драматургии. То есть самая большая ошибка, как мне кажется, Мела Гибсона в этом фильме, и почему на него все набросились, то, что он взял, в принципе, имя Уильяма Уоллеса. Здесь я могу вам параллель просто провести с «Гладиатором», который тоже супер успешный исторический эпос, ничего не имеющий общего с историей. Общего, да. Все его любят, потому что Максимус — это выдуманный персонаж. А Уильям Уоллес — это реальный персонаж, и как только ты про реального человека рассказываешь, на тебя все историки спускают собак. В этом есть проблемы этого фильма, но это не помешало ему достигнуть больших высот. Отсняли они это кино. Мел Гибсон настолько, как я и говорил, вымотался, что они как раз-таки снимали последнюю сцену, это его казнь. Там было некоторое количество дублей, и в одном из дублей он прям даже сознание потерял, потому что, уже... Голову отрубили. Не, в реальности его потому что там голову на отрубили, пока дыбу. пришили назад. Но на самом деле я смотрел прям с сета, знаешь, съемку, когда кто-то просто со стороны снимает эту сцену, где там Мел Гибсон в ботинках, там Шотландцы. Тимберволфс лежит. Когда он начинает орать этот фридом свой, у тебя мураши по коже бегут не от того, что ты фильм смотришь, а от того, что кто-то просто снимает съемочную площадку. Настолько это пронзительно, что ты просто офигеваешь. Свобода. И понимаешь, что, вот это, конечно, чувак выдал. Чувак выдал лучший мастер-класс в своей фильмографии, потому что у Мела Гибсона, уже пошел такой чуть-чуть спад. И, естественно, пройдя через вот эти вот 100 дней ада,
в «Храбром сердце», он больше никогда в такую штуку не влазил. Он либо там режиссировал, но снимался кто-то другой, либо совмещал, но это не были такие сложные фильмы, где нужно в Это как килте. «Страсти Христовы», нет? Потом же это были же тоже его, да? Да, но он же тоже не был в снимался главной там. роли, Он же нет? там Или- Христа не играл. Нет, не играл? Нет, Там же кто-то другой был, я нет, запутался. там был другой актер главный, он просто был режиссером. И он говорит, что «Храброе сердце» и, кстати, «Страсти Христовы» — 2 фильма, от которых он получил наибольший отклик в принципе аудитории. То есть даже там «Смертельное оружие», ну и рядом не стояли, потому насколько у людей отзывается это кино. Хотя, ну, понятно, что он говорит, я знал, когда я снимал, что на него спустят кучу собак, каждый плюнет в этот фильм, но в то же время я знал, что в конце этого фильма каждого проберет вот Мгм. именно вот эта дрожь, когда Уильяма Уоллеса будут казнить. Потому что в том числе этот фильм немножко обманывает ожидания. Такие большие фильмы с большими актерами якобы требуют позитивный финал. Хэппи-энда. Хэппи-энд. И действительно, это шок, ну, это шокирует. Вот эта главная идея, которая, если из тебя достают сердце, а ты остаешься ему верен, работает на все 100%. Класс отдаю Мелу Гибсону, что он протянул до самого конца вот эту идею. И что он делает? Он снимает это кино, проходят все съемки, и дальше они запираются в монтажной Мгм. на 6 месяцев. То есть Мел Гибсон вместе с монтажером вдвоем они сидят, он нигде больше не снимается, не подписывается на проекты, они точат этот монтаж. А чтобы вы понимали, это кино снимали на пленку, условно, одна сцена первой битвы, он называл, длилась там 30 тысяч метров пленки. И это Офигеть. просто одна сцена. И он говорит, условно, я сцену битвы снимал 5 недель. 5 недель, день в день, вот 1600 человек одевались, выходили в поле, они снимали 5 недель эту сцену. И потом, говорит, я эту же сцену кадр за кадром монтировал еще 5 3 недель. недели. Ну, не 5, 3 недели. Ну, это нереально. Это прям... И он там, ну, они жили в этой монтажной, я смотрел там съемки, как он просто раскладывает каждую сцену и говорит, а давай тут это попробуем, давай здесь это попробуем, а давай волынки сразу заиграют сзади, а потом я заору «Freedom», и мы попрем, шаг за шагом точил это кино, точил, потому что понимал, как оно должно работать. Он в голове его создал, он прошел через все сцены сам, он, когда снимал, он подмечал прикольные дубли и моменты Мгм. и говорил монтажеру, а вот в этой сцене я там в 3-м дубле прикольно реагировал, я ржал с этого момента. Давай подставим следующим кадром, как я ржал, и посмотрим, как это работает. И в этом плане, типа, монтаж, конечно, великолепный у этого фильма, именно потому, что чувак был максимально погружен в материале. Ну и прикольно, что вот как ты говоришь, что он реально экспериментировал с монтажом, да, то есть это, ну, классно, когда можно позволить себе потом это пересобрать, посмотреть, Да, оценить, по-другому сделать, оценить, да, потому что только так ты найдешь, ну, как бы вот прямо то, что нужно, да, нужное сочетание. конечно. Тем более сейчас часто фильмы же по лекалам создаются, причем материала было очень много. Был и бракованный материал. Одну из батальных сцен очень сильно пришлось порезать, потому что актеры вот массовки, кто-то в часах был, например, кто-то в солнечных очках даже попадал в кадр. Это первую. Просто когда все на расслабоне еще, что тут снимаем батальные сцены? И, наверное, одна из таких топовых вещей, и, в принципе, почему запоминается этот фильм, это саундтрек. Эти волынки, Мгм. которые раздирают тебя изнутри, это что-то великолепное. Не слышал ни в одном эпосе такого саундтрека, и он до сих пор занимает первые места там в чартах определенных. А композитор, как раз-таки тоже именитый в Голливуде, это композитор, который написал саундтрек к «Титанику». Мгм. Вот, то есть один
один из таких топовых чуваков. И как раз-таки Мел Гибсон дал ему свободу. Он обозначил, что это Шотландия, это история. Он снова пришел, рассказал Всю историю? всю историю ему, и снова композитор что-то добавил. ушел. Да. И он говорит, он вернулся ко мне с готовым саундтреком, я его послушал, и сразу понял, что, во-первых, он был на 95% не требовал доработок, а во-вторых, он понял, что я за свою карьеру не слушал, не слышал ничего лучше, чем было написано этим чуваком. Шикарная вещь. И самый такой, наверное, нонсенс. Фильм получил 5 Оскаров, но не получил Оскар за саундтрек. А саундтрек в том году лучший саундтрек отдали какой-то итальянской картине, которая называется «Почтальон», про которую никто не знает и довольно Там блеклая. музыканты. Не, есть, там это они культовый уже- фильм. Они там свое ценят. Ну, там уже, типа, знаешь. Ну, для Вовы это культовый фильм авторский. Здесь они, там музыканты бы сказали, ну, с точки зрения музыки, они стали заложниками вот этой, как бы, ну как, поверхностного, но идеального решения сюда. Ну, как бы, нафига в Не, ну там Шотландии- другого и не придумаешь, Да, наверное. Ну, ты перепридумывать. как бы- То есть понятно, что нужны волынки. Да, понятно, что как бы должна быть какая-то переплетающаяся с народной музыкой тема. Конечно, Да, конечно. и за счет, ну, как бы этого всего, Но там может есть быть, такой кадр, где он говорит, они играют на волынках, которые запретили англичане. Так в том-то и дело, Да. он волынки, Мел Гибсон протягивал тоже такой, типа, линии сквозь весь фильм. И это даже его идея была, что вот эти волынщики, они как бы и начинают двигать и войска вперед, и музыка, которая звучит, волынки во время боя, они, ну, вот дух поднимают ну, бойцов. тогда во всем виноват Мел Гибсон. Он изначально сказал композитору, Почему нужны виноват? волынки. Почему Да, тот виноват? такой, Это же ну ладно, шикарно. ну сказали волынки, ну все свои Оскары получают. а эти волынки. Волынки. Но на самом деле... Шас! Вот что бы украсило этот фильм. Но подождите, но это же звучит оригинально, даже сейчас. Понятно, что это все классно работает вместе. Конечно, Понятно, что не конечно. могло быть другого решения. Конечно, Ну, как бы ну всё- зачем всё как бы что-то сошлось. экспериментировать, где-то что-то альтернативное искать, если это просто офигенно Да, работает. Да. Про Оскары. Какие они в итоге получили? 5 Что Оскаров. это? Самых 2 главных Оскара — это лучший фильм и лучший режиссер. То есть Мел Гибсон в тот год стал лучшим режиссером. И он говорит, что людям в такие авантюры дают влезть раз в жизни. И хорошо, говорит, что у меня это получилось. Хорошо, что фильм стал успешным, не остался провалом, потому что в основном исторические эпосы, это там в 60-70 случаях, это большие провалы, громадные. Потому что они жрут много денег. Да, они изначально. жрут очень много денег. Просто- И до Ну, сих а пор... может получиться... Ну, Да. типа, нудная. Ну, в так и основном и есть, получается. Нужно еще помнить, что в 95-м году вот этот жанр исторической драмы, он был сильно просажен. То есть, Ну, кстати, да. да, Кстати, да, его да. не так много было. И Его вот не как было. будто бы потом его стали И вот он как двигать. бы чуть-чуть сдвинул эту точку с места, а потом уже «Гладиатор» Ридли Скотта, на которого, кстати, на роль Максимуса как раз-таки Ридли Скотт Мела Гибсона в первую очередь пригласил, и понеслась. И снова Прикольно. эти эпосы исторические загнали себя в Вот, но фильм великолепный, смотрится шикарно. В первую очередь из-за прекрасной атмосферы, костюмов, которые хоть не историчные, но очень круто проработаны. Каждый шовчик, каждая деталь. В принципе, 10 номинаций было у фильма на «Оскар». То есть Какого года это довольно было? Потому много. что мне Он- почему-то кажется, что я вот помню его, я помню, что я тоже смотрел этот фильм по телевизору или где-то, может быть, на кассете. Мгм. И я помню эффект, который он производил. Ну вот когда ты его в детстве смотришь, что это прям настолько какой-то одухотворяющий, духоподнимающий и какой-то вот прям действительно такой работающий изнутри Да, да. тебя фильм. Он заехал на «Оскар» в 96-м году, стал триумфом, собрал очень много статуэток. Мел Гибсон вышел на новый уровень, стал потом бесом, чуть-чуть Летать. Куха. да, отлетать.
Единственный, наверное, кроме музыки и Оскара, которым жалеет Мел Гибсон, это за монтаж, которого не дали. Но в том году был прекрасное тоже кино «Аполлон-13» с Томом Хэнксом, который вот монтаж себе забрал. А в остальном большой-большой триумф. И, заканчивая про «Храброе сердце», он не очень хорошо выступил в прокате, именно потому, что исторические драмы были просажены. В тот момент все очень скептически немножко относились к нему. В начале съемок на него уже сразу историки спустили и критики всех собак. Исторических этих собак. Да. При бюджете своем в 70 миллионов или там 72, в Америке он собрал 75, по всему миру, около 200, но потом вышел на VHS и порвал все видеосалоны. То есть очень большую сумму денег он дособрал на VHS и потом на DVD. И до сих пор этот фильм приносит деньги студии. Прекрасный фильм, смотрите его, обязательно пересматривайте. Я пересматриваю периодически его, когда мне грустно на душе, либо хочется что-то... Чтобы совсем стало грустно? Такое, да, посмотреть атмосферное, воодушевляющее в плане съемки, работы, подхода к созданию кино. Я смотрю «Храброе сердце». Прекрасная история, прекрасный фильм, прекрасный хит. Кинотроечка, кинотроечка. А я еще когда смотрел, у меня флешбэк был из фильма Дэнни Бойла «На игле», когда они стоят где-то там тоже в красотах Шотландии, и этот Рентон, персонаж, говорит, что типа все восхищаются Шотландией. Я ненавижу шотландцев. Мы продались англичанам, этим типа тупым алкоголикам. Мы даже не могли найти себе нормальную нацию, которой продастся. Ну да, кстати. Ну да. Бойла. Вот, кстати, Бойлом можно разобрать когда-нибудь. Да? Ну что, все, мы все.